Thank you for being here again today. Спасибо за то, что вернулись все сегодня сюда. It's an honor to be here in the Ukraine and to talk about such an important subject. Еще раз хотелось бы подчеркнуть то, что для меня честь быть здесь, в Украине, и говорить представлять вам данную информацию, данную кампанию. Today we are going to talk about RGF Incorporated, the technical partner for Green Tech Environmental. И сегодня я бы хотел поговорить о RGF. Это компания, которая является техническим, скажем так, нашим напарником нашей компании Green Tech. The agenda for this morning is to go through and talk about who RGF is, their history, information about some of the challenges that RGF is able to solve, their history, some of their partners, and of course, I think of most importance for you is to understand the products, what they can do and how they work. Итак, то, о чем мы сегодня поговорим. Для начала я познакомлю вас с историей компании RGF, расскажу несколько слов о данной компании. Далее мы затронем вопросы загрязнителей воздуха, помещений. И я предоставлю вам информацию относительно продукции этой компании, а также относительно проблем для закрытого воздуха, для воздуха в закрытом помещении, с которыми успешно борется данная компания. As we did yesterday, if you have questions, write those down. As we go through the presentation, we will have time today to answer those. Так же, как и в прошлый раз, так же, как и вчера, если у вас в процессе моей презентации возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, записывайте, и после небольшого перерыва я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Okay, to begin with, we'll talk about the RGF history. This company was founded in 1985. So it's been around for quite some time. It was founded by a man by the name of Ron Fink, who is a nuclear scientist who understood the ability of ultraviolet light and how it interacts with a catalyst to be able to decompose organic compounds. Итак, компания была основана в 1985 году, то есть, как видите, компания довольно долго уже существует на мировом рынке. Основал ее Рон Финк, это физик-ядерщик, который в свое время понял все возможности ультрафиолетового излучения и каталитических поверхностей. Я имею в виду возможности по расщеплению загрязняющих веществ. I have known Ron Fink for the last 7 years and was involved with acquiring technology for EcoQuest when I worked for that company. And back just over 1 year ago, Ron contacted me and asked if my company would be interested in becoming the master distributor for RGF. Знаю я Рона Финка уже более 7 лет. Начал сотрудничество еще работая на компанию EcoQuest. Тогда наше сотрудничество заключалось в совместной разработке продукции. Но примерно год назад Рон Финк позвонил мне и предложил стать основным дистрибьютором продукции компании RGF. We'll talk about their products a little bit. It is very diverse. RGF has over 500 products in their line. We will not be focusing but on maybe 15 or 20 of these products. Хотелось бы сказать, что линейка продукции компании RGF довольно большая. На данный момент компания RGF разработала более 500 различных видов приборов. Мы же в нашей презентации затронем 15-20 этих приборов. Their focus is on primarily air and water purification,
A lot of their water products are very specialized into types of industries that have create pollution, to be able to take that polluted water and to be able to purify it so that it can be put back into the rivers without harming the environment. Данная компания занимается разработкой продукции для очистки воздуха и для очистки воды. Однако стоит заметить, что их системы по очистке воздуха являются специализированными и настроены на определенные, скажем так, применения. То есть они разрабатываются под определенные сферы промышленности, под определенные загрязнители, которые существуют для данной сферы промышленности с целью очистки сточных вод, очистки загрязнителей с дальнейшим сливом уже очищенных вод в реки. Although all of the RGF products are available to Green Tech and therefore to you, the majority of them are so specialized that we will not focus on them. Хотелось бы отметить, что вся продукция компании RGF может быть предоставлена через нашу компанию, то есть мы можем предоставить вам любую продукцию данной компании, однако некоторая продукция имеет очень узкоспециализированный характер применения, ну и поэтому ее предоставление, скажем, будет учитывать вот этот вот узкоспециализированный характер. 90% of RGF sales is in the area of air purification. That's where their very large sales are. So although they have 500 products, just as we are going to focus on a very narrow part of that product line, so their sales are also in that very narrow focus as well. Кроме того, хотелось бы отметить, что примерно 90% прибыли компании составляет прибыль от продаж систем очистки воздуха. И ту продукцию, которую мы сегодня затронем, та продукция, которая будет рассмотрена в процессе сегодняшнего брифинга, она и фактически и делает большой процент от продаж компании. As we show here on the screen, they have products in 33 countries. Now that number is actually higher, that we're here in the Ukraine and also will be in Russia. In addition, many different published papers, patents. RGF is a very diverse company with a very large technical staff that has been well recognized, not only in the United States, but around the world. Кроме того, хотелось бы отметить, что продукция компании RGF на сегодняшний день распространяется в 33 странах, ну а если учесть Украину, Россию и так далее, то эта цифра даже больше. Кроме того, хотелось бы отметить, что компания RGF владеет большим количеством патентов. Освещалась деятельность данной компании в различных периодических изданиях. Кроме того, хотелось бы отметить, что компания RGF владеет большим штатом технического персонала, который, скажем так, качество которого, ну и способности которого отмечаются не только на территории Соединенных Штатов. And then the last point. A lot of the water products have been sold to the military to help to make sure that there is not issues with polluting groundwater and things like that. And you can see a picture on the screen showing one of their water systems. Ну и хотелось бы отметить, что одним из потребителей продукции компании RGF являются вооруженные силы Соединенных Штатов, и они также используют систему очистки воздуха от компании RGF. There are a lot of companies that are using their products. Many of their products are sold to corporations. And a list of many of those companies are here on the screen. That's being added to on a regular basis. Companies that some of them you may recognize.
McDonald's Corporation, Kraft, General Electric, Caterpillar. They are well known. This is not an unknown company. Далее, на данном слайде представлены компании, корпорации, которые являются постоянными клиентами RGF, компании RGF. Хотелось бы выделить слово «постоянными». Почему? Потому что список компаний, которые покупают и используют оборудование компании RGF, на самом деле гораздо больше таких компаний. Здесь же на данном слайде приведены только постоянные и основные покупатели продукции RGF. Как видите, очень много, возможно, для вас будет компаний известных, например, Макдональдс, Kraft Foods и многие другие. This is a picture of the headquarters for RGF. They're located in southern Florida, the town of West Palm Beach, with a staff of approximately 200. They do all their manufacturing at this facility in the United States. На данном изображении, на данной фотографии вы можете видеть персонал компании RGF. Значит, один из производственных центров компании RGF находится в West Palm Beach, это во Флориде, Соединенные Штаты. Вот, и количество персонала насчитывает 200 человек. Let's start by talking about the issues that we have with indoor air quality, or IAQ, which includes, as we talked about yesterday, particulates, microbials, such as mold, bacteria, and virus, and gases. Итак, еще раз хотел бы отметить о основных проблемах, которые существуют для улучшения, скажем так, которые не дают нам улучшить качество воздуха в помещении и которые влияют на качество воздуха в помещении. То есть это же, конечно же, макрочастицы, микробы и газы. Unlike with residential sales, in commercial sales, to be able to talk effectively about indoor air quality issues, what creates them and how we solve them, is of more importance than if you are talking to a small business or to a homeowner. И, конечно же, если вы затрагиваете вопрос коммерческого применения данных систем, ну а также применения данных систем для очистки воздуха, воды в больших помещениях, то в данном случае это будет более правильно. Почему? Потому что решать такие вопросы с владельцами небольших зданий, ну и домовладельцами будет, скажем так, не совсем правильно. Listed here on the screen are a lot of the irritants that we find in particles in the air, dust, dander, and pollen. And you can switch to the next screen, which shows how these particles are generated. You mean this screen? Yes. No, back. The previous. На данном слайде вы можете видеть основные виды макрочастиц, то есть это пыль, перхоть, пыльца. Ну а с правой стороны слайда вы можете увидеть, как именно они, откуда они появляются. To look at microbials, these are organisms that are alive. We see things like bacteria, viruses, and mold cells. It's good to understand the differences between each. Bacteria, self-contained organism, single cell that can reproduce without a host. Some of the more deadly forms I've talked about before, MRSA, something we find in food that contaminates food, E. coli, staph and strep. These are all things that greatly affect the health of individuals. Ну, пожалуй, начнем с микробов. Здесь важно понимать, какие микробы на сегодняшний день существуют. То есть можно выделить бактерии, вирусы и споры плесени. Пожалуй, начнем с бактерий. Здесь следует отметить тот факт, что это одноклеточные организмы. Ну и
они видны только под микроскопом и, прошу прощения, они могут размножаться без носителя. Вот, и сюда к этим микроорганизмам можно отнести такие, как золотистый стафилококк, кишечная палочка, стафилококк, стрептококк, то есть те, которые существенно осложняют, существенно влияют на здоровье человека, ну и существенно заражают пищу, которую мы используем. Viruses, very, very small organisms, can only be seen with the most powerful of microscopes. We hear more about viruses than we do about bacteria, because things like recently the avian influenza, the SARS virus, these are the kinds of things that can turn into pandemics that can kill a large percentage of our population. So they get a lot of attention, but actually viruses kill fewer people than bacteria does. Далее поговорим про вирусы. Ну, хотелось бы отметить, что вирусы намного меньше бактерий, то есть они видны только под электронным микроскопом. Не менее они, скажем так, опасны для человека, как и бактерии, однако они, скажем, ну, намного более известны, чем бактерии. Почему? Потому что эпидемии норовируса, и птичьего гриппа, и атипичной пневмонии, они определенное внимание привернули все-таки к вирусам. The last are mold spores. Mold spores are probably considered by most to be an irritant. When we see mold growing inside of a building, we know we have to get rid of it. Many people don't realize that mold is one of the biggest impacts that we have on day-to-day health. Can actually cause a lot of chronic health problems and is attributed to many, many deaths due to the effect on health, although somewhat indirectly. Mold is an issue that is critical to deal with in the indoor environment. Далее хотелось бы поговорить немного о спорах плесени. Здесь многие недооценивают ту опасность, которую таят в себе споры плесени. Почему? Потому что когда люди замечают плесень у себя в доме, они не понимают всю необходимость немедленного выведения плесени из закрытой среды, из помещения. Однако хотелось бы отметить, что плесень оказывает очень негативное влияние на здоровье, хотя в некотором роде опосредственное. Почему? Потому что оно вызывает чаще всего аллергические реакции и другие разные реакции, там, приступ с астмой, раздражение, инфекции и так далее и тому подобное, которые впоследствии могут привести к очень тяжелым результатам. How the molecular structure works, I don't want to focus a lot of time on this, but it's important to understand because these organisms get into the air, they get into our breathing space, they get ingested into the body, and that's why our technology is so important, not just to be able to inactivate or kill them, but also to be able to pull them out of the air so that they're not in a position to come into our lungs. На этом слайде представлена молекулярная структура некоторых бактерий, а также стадии их развития. Не хотелось бы уделять огромное внимание и, скажем, много времени на то, чтобы расписывать все стадии молекулярного развития. Достаточно сказать, что бактерии, они, как и все остальные загрязняющие вещества, они распространяются по воздуху, мы ими дышим, мы впитываем их в наш организм, и нам необходимо просто знать, каким образом не только бороться с ними на поверхностях, устранять их в каких-то определенных труднодоступных местах, но и выводить их из воздуха, которым мы дышим. Let's show the translated slide. It's nothing because you've provided only pictures. Oh, I'm sorry. Okay.
what we've got is showing the different stages. On the far left, we show the virin, like what would come out of, let's say, a toilet area where you have a bacteria that is large, that is encased in a water droplet. But as that dries, the nucleus of that actually becomes much lighter, is able to stay in the air until eventually you have these infectious droplets which are able to stay in the air a very long time, and that's what gets breathed in. Итак, кратко рассмотрим основные стадии. Ну, слева вы видите такие большие молекулы. Проблема заключается в том, что вот, например, эти молекулы появляются из санузла, да? Они окружены водой. За счет этого их размер, как вы видите на слайде, чуть-чуть преувеличен. Со временем вода вокруг молекул высыхает, и остается только ядро непосредственно загрязнителя, который и распространяется по воздуху и может находиться в этом воздухе довольно длительное время. The point of this is to really highlight that these kinds of virins or viruses are able to, they're very small and are able to stay in the air almost indefinitely. And even though you may have air circulation, you may have good filtration, it does not affect these particles. So the standard method that we talked about yesterday of air purification have no effect on these. Итак, такие вирусы, такие бактерии, они могут находиться в воздухе практически бесконечное время. То есть даже если у вас есть хорошая система циркуляции воздуха, да, хорошая система очистки воздуха, то это не будет гарантировать, что вы сможете полностью избавиться от такого рода загрязнителей в воздухе. And this shows just when you have the larger particles encased in water vapor, they tend to fall to the ground. But as they dry and become smaller, then they travel further. Ultimately, the infectious droplets stay in the air forever and get breathed in. На данном слайде вы просто еще раз можете увидеть распространение вот этих вот молекул, о которых мы говорили ранее. Первые два вида распространения, такие, которые с большими молекулами, да, это они окружены еще водой. То есть они еще довольно большие, они опадают как бы в определенном радиусе небольшом. Ну а дальше вы видите уже высыхание воды, то есть ядра вот этих вот заражающих веществ, они уже попадают в воздух. Okay. Droplets of 3 microns or less penetrate deeply into the lungs, get absorbed into the body, can travel throughout, and that's how the infectious process works. И клетки этих вирусов размером 3 микрона, они могут попадать в наш организм и заражать наши клетки. The same way, droplets, these particles travel throughout buildings. Точно так же эти частицы, эти ядра загрязнительных веществ попадают в разные помещения, распространяются по дому. This is why we have to treat the entire facility. Именно поэтому нам необходимо обрабатывать все помещение. We've talked about the microbes. Now we talk about gases. These are created through evaporation of chemicals. They come off of things like cleaning agents, all kinds of different processes. And they can cause eye, nose, throat irritation, headaches. We've all experienced that. You've been in a room where painting is going on. You know exactly what I'm talking about.
Ну, а теперь немножко поговорим о газах. То есть мы поговорили о микробах, теперь переходим к рассмотрению газов. Ну, тут стоит сказать, что газы появляются при испарении каких-либо химических компонентов, химических элементов, ну а находятся они и выделяются они вместе с дымом, очистителями, краской, определенными новыми предметами, вот, и могут вызывать раздражение слизистой, носа или горла, головные боли. Ну, я думаю, что ощущение вполне знакомое, если зайти в комнату, которая только что была окрашена. Результат, я думаю, вам прекрасно известен. One of the things I want you to think about as I go through this is a look at the industries when we're talking about nail polish or paint, new construction. Think about the businesses that are using these chemicals, that those that are involved with painting, those that are involved in a nail salon, all the different industries where these problems with chemicals occur. Those are the opportunities we have to come in with a solution. Если вы посмотрите, скажем, на, оцените те виды промышленности, те виды бизнеса, которые применяют, ну, скажем, лаки для ногтей, краску или изделия из прессованного дерева, которые занимаются строительством, то вы примерно и увидите спектр возможного применения продукции компании RGF. A big opportunity, of course, is odors, because of all the challenges that are faced in the indoor environment, when you have strong odors that are offensive, that is the number one reason that customers are looking for a solution. A lot of times they may have a much worse problem, but if they don't smell it, they don't actually recognize that it is a problem. Ну и основная, скажем, причина, почему клиенты обращаются к нам за помощью, это, конечно же, неприятные запахи. Даже если у клиента или возможного заказчика на самом деле существует гораздо большая проблема, пока он ее не унюхает, он к нам не придет. Вот. И, соответственно, неприятные запахи стоят и являются очень важным компонентом газа. RGF has probably the most powerful line of odor remediation equipment, equipment to be able to rid odors than any other company that I'm aware of. Здесь, наверное, стоит сказать, что компания RGF разработала линейку, наверное, самых эффективных приборов по устранению неприятного запаха из всех компаний, которые я знаю. Several pieces of equipment on your sheets that we'll talk about later deal with this. And the good thing is we're dealing with odors. We're also breaking down chemical compounds. We're killing mold, bacteria, and virus. So we're taking care of the entire indoor air quality problem. But the one thing that our customers notice very quickly is how we are able to quickly deal with odors. Ну и здесь хотелось бы также ответить, что те приборы, та продукция компании RGF, которая изображена и приведена на ваших листовках, кроме того, что она довольно эффективно справляется с неприятными запахами, она также позволяет эффективно справляться и с загрязняющими веществами, разбивая химические вещества вредные, расщепляя те же загрязнители. Однако то, что быстро, скажем, может заметить клиент или может быстро заметить заказчик, это то, что она довольно быстро устраняет, нейтрализует неприятный запах. Okay. There is a term that is used in the United States, I don't know how much around the world, but called sick building syndrome, where people in a building will complain about headaches, nausea, and it can lead to ultimately having to leave their job, become incapacitated, no longer able to work. This is a phenomenon that we find in the United States that has been occurring more and more frequently, and the US EPA has identified it as sick building syndrome. The cause is oftentimes not known, but interestingly, people notice relief shortly after leaving the building,
And by going in and providing an indoor air quality solution, usually these problems go away. Также хотелось бы отметить, что, не знаю, вот у нас в Соединенных Штатах это довольно распространенное явление, и я постарался передать русский эквивалент названия этому явлению в Соединенных Штатах. Это синдром спертого воздуха в помещении. У нас в Соединенных Штатах он стал появляться довольно часто. И что же это за синдром? То есть жители домов, ну и работники различных предприятий, находясь в офисе, они чаще всего жалуются на синдромы, связанные с определенным дискомфортом. Головная боль, может быть раздражение, кашель, зудящая кожа. То есть в результате они теряют работоспособность их падает. И причина появления таких симптомов у персонала в закрытых помещениях неизвестна. Однако тут следует отметить, что большинство людей, когда они выходят из этих помещений, они резко чувствуют улучшение своего состояния. I'd like to share with you just a brief personal story. My mother was a school teacher for 40 years, worked in a school that was built back at the beginning of the 1900s. And late in her career, they built a brand new school. Now her old school had windows that they opened up most every day. But in the new school, there were no windows to open. And within just 6 months after moving into the new school, my mother started to have a number of health problems. Ultimately, it was diagnosed as sick building syndrome. She ended up having to retire and never fully recovered from that. But we sometimes don't realize how important this subject is and what a huge impact it can have on health. Just her experience has driven me in this very vital area because I have a personal experience of someone who was very dear to me who experienced the problems with health due to the problems that exist in the indoor environment. И хотелось бы отметить, что существование синдрома спертого воздуха, знаете, могу даже рассказать про этот синдром на собственном примере. У меня моя мама, она работает преподавателем в школе, вернее, работала преподавателем в школе, и здание, в котором она работала, построено было в конце 1900-х годов, то есть в начале, считай, 20-го столетия. Так вот, она там проработала в этом здании более 40 лет. Через некоторое время решили, что здание слишком устарело, и построили новое здание школы. И если в старом здании школы окна практически полностью, то есть целый день были открытыми, то в новом здании школы окон вообще не было. И через некоторое время начали появляться синдромы, скажем, начались появляться жалобы на здоровье. Через некоторое время врачи определили это как синдром спертого воздуха. Как результат, состояние моей мамы хотя и улучшилось, но полная реабилитация, то есть полного выздоровления так и не наступила. Поэтому я рассказываю про это как свой личный опыт, как опыт человека, который столкнулся с такими проблемами, причем человека довольно близкого ко мне. There's another term that is used called dirty sock syndrome. It actually has nothing to do with socks, although we're all familiar with the smell that comes from dirty socks. Дальше есть еще один такой синдром, переводится он примерно таким образом. Вы не подумайте, это не то, что, скажем, он напоминает нам именно этот предмет. Просто запах, который исходит от этого предмета, он наиболее, скажем так, наиболее адекватен и наиболее аналогичен для попытки описания тех явлений, которые наблюдаются с нами, нашей реакции.
This is just a general complaint about odors coming from the building. Again, no specific identification as to where these are coming from. И часто люди жалуются на появление такого рода запахов, но опять-таки не могут идентифицировать четко источник, откуда же все-таки и берутся эти запахи в помещениях. One of the ways, the tools that we have to be able to identify problems within a building is the use of Petri dishes. Одно из средств, то есть одно из оборудований, которое мы используем для того, чтобы проверить состояние, проверить качество воздуха в помещении, мы используем чашки Petri. Shown on the screen is the device on the left is what a Petri dish can be put into. It has a fan and it is calibrated specifically to pull a certain volume of air across the top of the Petri dish. And what you do is use that to put into a space, run it for an exact amount of time, and so that will give us an accurate sample. То, что вы видите на экране, слева вы видите на экране, это специальный прибор, куда вставляются чашки, заполненные так, и прибор оборудован специальными вентиляторами, которые обеспечивают прокачку определенного воздуха через верхнюю часть чашки. То есть здесь в этом приборе отстаивается чашка уже с забранными образцами, и через определенное время, четко установленное время, мы получаем достоверный источник, достоверный результат наших исследований. Now, often customers choose a company, an environmental testing company, to come in and do this work, especially in facilities like hospitals or places where there is a serious problem and you need to have a licensed professional to do that. And they will use this type of equipment where it's not critical that it be done by a professional, but you want to show a customer the kinds of problems that are in their environment. This is something that you can do yourself. Хотелось бы отметить, что такого рода оборудование часто применяется для проверки качества воздуха в помещении, скажем, в больницах или в зданиях, где заказчики заинтересованы в том, чтобы получить сертифицированное подтверждение. Здесь следует отметить, что каких-либо специализированных знаний, то есть или сертифицированных знаний для того, чтобы применять это оборудование, не требуется. Однако многие клиенты хотят, чтобы это чтобы данное исследование проводили специализированными сотрудниками, просто для того, чтобы получить какой-нибудь сертификат о подтверждении качества воздуха в помещении. I'm going to go quickly through the additional slides that talk about how this process is done. Быстро хотелось бы отметить основные этапы, как происходит процесс тестирования, процесс исследования качества воздуха при помощи чашек Petri. Of course, always go to the same location and understand that as soon as you expose the Petri dish and what is called the auger, or the material that creates an environment for growth of any mold or bacteria spores, as soon as that's exposed, it starts to allow those particles to collect. So you want to keep the Petri dish covered, and the auger or the material that gets poured in, keep that sealed until time for the test. Здесь хотелось бы отметить, что всегда надо определять место отбора проб, это должно быть одно и то же место. И чашка Petri, питательная среда, которая наполняется агаром, и эта питательная среда служит для роста бактерий, роста забранных веществами, она должна быть постоянно закрыта до определенного момента, до того, как вы уже начнете исследование. То есть она не должна подвергаться открытому воздуху. Again, our goal is to show that where the problems are at in the indoor environment. Go ahead. И снова-таки цель этих исследований заключается в том, чтобы показать, какие проблемы существуют в нашей окружающей среде. This goes through the further steps of placing on a flat surface.
keeping everything clean as you go. Это дальнейшие этапы, то есть установка закрытой чашки Петри на чистую плоскую поверхность и дальнейшие этапы работы с чашками Петри при проведении тестирования. You put the contents of this bottle into the Petri dish. Again, that material, it's called agar, is just a solution. It's actually made out of potato, and it allows growth of bacteria or mold, whatever is in the air, as it comes onto contact with it, to then grow so that the scientist or your customer or you can see what kinds of bacteria or mold is growing there. То есть после этого вы заливаете чашку Петри питательной средой. Питательная среда выполнена из агара. Сразу скажу, это вещество, которое служит средой для распространения, для роста бактерий, вирусов, которые находятся в воздухе. И здесь хотелось бы ответить, что она вообще делается из картофеля. Она делается из картофеля. И оно позволяет вам увидеть распространение и рост бактерий и вирусов, которые находились в вашей окружающей среде. And after putting the agar in, allow it to solidify for about 30 minutes with the cover on it, and then you're ready to be used. То есть после этого вы отстаиваете этот наполнитель на протяжении 30 минут при закрытой крышке, при закрытой чашке, и после этого она уже готова к применению, она готова к тестированию. And then at this point, you can either use the machine, which pulls a specific volume of air, or just leave it exposed. This is the more scientific method. You're going to want to wipe down that device just to make sure there's no bacteria or mold already on it. После этого вы можете оставить эту чашку Петри закрытую, так, отстаиваться в определенном месте на определенное время, да, или воспользоваться тем оборудованием, о котором я упоминал выше. Это будет более научный метод. Единственное, что перед применением данного оборудования его надо хорошенько протереть, очистить. And then you put the covered dish into the receiver head. Go ahead. После этого вы устанавливаете крышку в емкость. And then remove the cover. Далее снимаете крышку с чашки Петри. And of course putting the cover or the top back on it. And then you go ahead. И закрываете крышку прибора. And then turn the unit on, which starts to pull air across the top of the Petri dish. После этого вы включаете прибор, и прибор начинает затягивать воздух и пропускать воздух через чашку Петри. At the completion of that, you put the cover back on. Now you have an accurate sample of what is in the air. It will have settled into the dish so that it can start to grow, and it can be evaluated by a scientist. But I can tell you just from a layman's standpoint, someone who is not a scientist, they'll be able to see the growth. And it's if there are problems in the air, it is pretty dramatic what it looks like. После этого, то есть через некоторое время вы снимаете колпачок, и вы можете увидеть наличие загрязняющих веществ в воздухе. И хотелось бы отметить, что для того, чтобы посмотреть и оценить ситуацию с качеством воздуха в помещении, ученым абсолютно не надо быть. Вы увидите, в случае наличия проблем, вы сразу же увидите результаты своего исследования. This goes through the remainder of the process, allowing to incubate for 48 hours. And you see bacteria shows up in red. And then after 72 hours, you see the mold and yeast colonies
They appear as gray and black, white and green, also kind of fuzzy or looks like little hairs growing. And at that point, you see what the problems are. Now you install the purification equipment. Далее на данном слайде вы можете увидеть остальные этапы, как проводится тестирование. Можете увидеть, что после отстаивания чашки Петри на протяжении 48 часов можно увидеть рост бактерий. Они будут напоминать такие красные точки. Ну а если вы продолжите исследование и продолжите отстаивать чашку Петри на протяжении 72 часов, то вы уже сможете увидеть рост плесени, дрожжей. Обычно это серый, черный, белый, зеленый цвет, то есть довольно распространенные, довольно смешанные цвета, отчасти напоминающие рост волос. Вот, немножко так можно выразиться. Okay. This just goes through counting the colonies and being able to show how we determine a reduction after treatment. I'm not going to go into detail with this. На данном слайде показана формула, по которой мы высчитываем уровень загрязнения в окружающей среде. Я не буду детально описывать эту формулу, просто хотелось бы сказать, что с ее помощью мы можем просчитать эффективность применения системы очистки воздуха уже по сравнению с предварительно просчитанной оценкой загрязнения в воздухе, в окружающей среде, в закрытом помещении. Okay. This just shows placement of petri dishes around a room. These can be done without the air sampler. They can just leave the dish exposed for a specific period of time. You look and make sure that the time that the petri dish is open is always the same. And you can see in this example, there's some actual petri dishes. On the top, what it looks like are the control, which is before the purification. And then after 24 hours of the advanced oxidation technology, AOT, from RGF, you can see that the has significantly reduced the mold and bacteria. Здесь на данном слайде показан пример, когда по комнате расставлялись чашки Петри, то есть они не устанавливали специальное оборудование, просто устанавливались заготовленные чашки Петри в разные места комнаты, и в правом верхнем углу вы можете увидеть реальные результаты. Это фотографии просто чашек Петри после проведения исследования, то есть после того, как они настоялись на протяжении определенного времени. И далее ниже, то есть в правом нижнем углу вы можете увидеть, это уже следующее было проведено исследование в этой же комнате, в этих же местах. Снова расставили чашки Петри, но уже в данном случае вы видите результаты работы системы очистки воздуха на основе технологии улучшенной оксидации от компании RGF. Okay. Now to go into the technologies, we talked yesterday about these. I will just go briefly through them, but basically in purification you have filtration, ultraviolet light, and PCO, and we focus a little more on UV light because in the commercial industry UV is much heavily used than in the residential air purification. Что касается технологии очистки, о них мы уже говорили вчера во время моей вчерашней презентации, то есть это фильтрация, ультрафиолетовое излучение, фотокаталитическая оксидация, но здесь хотелось бы больше внимания уделить все-таки ультрафиолетовому излучению, поскольку коммерческое применение системы очистки воздуха подразумевает более широкое применение ультрафиолетового излучения. We used this slide yesterday that shows that particles, only the large particles are trapped in filtration, and that actually the very small particles,
the ones that we're most concerned about viruses and bacteria, are generally not trapped by a filter. На данном слайде вы можете видеть таблицу. Мы вчера более подробно комментировали эту таблицу. Если помните, речь шла о том, что на сегодняшний день фильтры способны уловить только незначительную часть макрочастиц, то есть тех макрочастицы, которые имеют какой-то большой объем, большой размер, в то время как вирусы, бактерии, которые незначительны по размеру, спокойно проходят через даже самые высококачественные фильтры. Okay. This talks about what's called the MERV, M-E-R-V rating by ASHRAE, which is the organization that sets the standards for filter technologies. Obviously, the denser the filter, the better it is at trapping. But also the problem with that is the denser the filter, the harder air is to push air through the filter. На данном слайде вы можете видеть минимальный отчетный показатель эффективности. Он устанавливается, то есть ASHRAE, это специальная организация в Соединенных Штатах, которая устанавливает нормативы и стандарты для систем очистки для фильтров. Вот, и на сегодняшний день, то есть она установила определенные стандарты для самых разнообразных фильтров. Ну и здесь хотелось бы отметить, что с одной стороны, да, чем меньше фильтр, да, то есть чем меньше фильтр, тем больше частиц он сможет улавливать. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, чем меньше фильтр, тем тяжелее пропускать через него воздух. Okay. This just goes through the different MERV ratings. I'm not going to take time, but in this standard, it shows how the bigger the number, the more effective the filter. На данном слайде вы можете видеть таблицу, то есть существуют разные показатели вот этого минимального отчетного показателя, разные индикаторы, которые устанавливаются для определенных фильтров. Ну и, следовательно, вы можете видеть, то есть различные коэффициенты, различные показатели этого MERV. Далее соответствие, то есть размерам микрочастиц, ну и стандартное применение, стандартный тип фильтра, который их используют. There is an ultra-efficient, high-efficient particle air filter, which is called HEPA, which has become very common today and is oftentimes used as the standard for good quality air filtration. Далее, если говорить о фильтрации, на сегодняшний день все более популярным становится фильтр HEPA. Это высокоэффективный воздушный фильтр, который на сегодняшний день все чаще ассоциируется с, наверное, одним из лучших фильтров, представленных на рынке. Again, filtration has its place. We use filtration with our technology because our technology is able to bring particles together, and then a good quality filter like a HEPA filter can pull those out. And we will see how filters actually are integrated into our product, but on their own they are not a good solution. Но здесь все-таки хотелось бы отметить, что в нашей технологии, в наших приборах мы применяем фильтрацию, да, однако только как компонент системы очистки воздуха, потому что наше оборудование способно объединить частицы, способно утяжелить частицы, что фактически приведет к тому, что такие частицы, оновленные, да, они попадут в фильтр, дойдут до фильтра, будут доставлены до фильтра вместе с воздухом и будут уловлены таким фильтром. При этом сам по себе фильтр, к сожалению, даже такого качества не сможет решить все проблемы, которые возникают с качеством воздуха в помещении. Okay. Next. Yes.
Now we step into another technology that is very commonly used in commercial facilities, and that is ultraviolet light. Here, just some background. It was first used in the 1950s. It is the light that you can't see. Ultraviolet is not, it cannot be seen by the human eye. 254 nanometer, that's the wavelength, the length of the wave of the light. 254 nanometers. It is very effective at being able to break down the RNA and DNA of a molecule of bacteria or mold or any living organism. You need to have, though, what is called a kill dose, a CT, which is a certain amount of energy over a certain amount of time in order for it to be effective. And this is critical in understanding why ultraviolet light is not a good solution for air quality. It is a good solution for some other things, but we'll cover more here in a moment. На данном слайде хотелось бы рассказать вам о еще одном способе, еще одной технологии, которая применяется для очистки разного рода помещений. И в данном случае речь идет о бактерицидном ультрафиолетовом излучении. Ну, если немножко рассказать о истории этого излучения, то свет с длиной волны 254 нанометра впервые использовался в 1950-х годах. И технология данная, она является высокоэффективной. Длиной такой волны позволяет разрывать ДНК и РНК различных бактерий, вирусов и других загрязняющих веществ. Однако здесь хотелось бы все-таки поставить определенный знак восклицания. Однако для получения необходимого эффекта вам нужно обеспечить необходимое значение сети. Сети это можно перевести как смертельная доза, которая и позволит разрушить ДНК, РНК, бактерий и вирусов. И для того, чтобы просчитать смертельную дозу, вам нужно... Что это такое? Это определенное количество энергии, которое воздействует на молекулу, на протяжении определенного количества времени. И вот эта формула, она как раз и объясняет, почему бактерицидное ультрафиолетовое излучение не самый лучший способ очистки воздуха в помещении. Next, or this one? Go ahead, next. Okay. One of the things to understand, the reason for the ineffectiveness of UV often is that the energy is not linear in terms of the amount of energy over distance. The farther you get away, it's an inverse relationship, exponential. As you come away, let's say 1 centimeter, if you have 100% power, you go to 2 centimeters, it drops by a factor of 4. You go another 2 centimeters, it drops by another factor of 4. So you don't have to get very far away from the UV bulb, and the energy that's available from the UV light is diminished significantly. This is why we say that if you have a bacteria or a mold or a virus that is in the air that passes by a UV bulb, it has to be very close to the bulb and be exposed for a certain amount of time for it to be effective. На данном слайде вот вы видите бактерицидное ультрафиолетовое излучение, и здесь хотелось бы отметить такое, скажем так, такое соответствие, что чем дальше вы отходите от источника ультрафиолетового излучения, ну, к примеру, если вы отошли на 1 сантиметр, то мощность ультрафиолетового излучения будет составлять 100%. Отойдите на 2 сантиметра, и она уменьшится в 4 раза. Снова на 2 сантиметра, то есть в сумме получается 4, и мощность уменьшится еще в 4 раза. Следовательно, для того, чтобы разрушить молекулу вируса, плесени или бактерии, вам необходимо, чтобы она прошла на достаточно близком расстоянии от источника ультрафиолетового излучения, и при этом она должна находиться на этом расстоянии на протяжении какого-то определенного отрезка времени.
What is most commonly used are UV lights on the cooling coils inside of the cooling system. And as long as the UV light is shining close enough to the coils, you get good coverage. But the problem is on the peripheral, on the outside edges, you don't. And you can see from this cooling coil that it's clean right close to where the UV lamp is. But over to the side, you have a lot of mold growth. And that's the challenge with ultraviolet lights. Если вы посмотрите на данный слайд, вы увидите, что настолько ограничена все-таки площадь охвата ультрафиолетовым излучением. И чаще всего вот такого рода устройство, такого рода приспособление, оно устанавливается на решетках системы охлаждения, да, разных охладителей. И, как видите, то есть в начале то, что попадает непосредственно под излучение, под ультрафиолетовое излучение, то есть решетка абсолютно чистая, ну а дальше вы видите образование уже пошло плесени. Это и заставляет нас задуматься о многом. One of the things you will notice in the materials that are sold by RGF, they do sell ultraviolet lights to be used in this way here, you see on the cooling coils, to keep the cooling coils clean. It's not that is a bad way to do it. It's very important, though, that you provide adequate coverage. And that's what this slide shows, how we have to make sure we space the UV lights adequately to keep the coils clean. И хотелось бы отметить, что да, компания RGF действительно продает ультрафиолетовое излучение, продает лампы ультрафиолетового излучения. Однако при этом основное внимание уделяется не только продаже ламп с ультрафиолетовым излучением, но и также их правильному размещению, потому что во многом размещение ламп ультрафиолетового излучения даст вам тот необходимый результат, которого вы стремитесь достичь. We talked about this yesterday. Now we are going on to our photocatalytic technology. We've talked about filters, we've talked about UV lamps, both of which have their place, but they don't solve all the problems. Now we'll talk about PCO. Итак, мы немного с вами поговорили о ультрафиолетовом излучении. Теперь бы хотелось поговорить и о технологии фотокаталитической оксидации, потому что каждая технология сама по себе, она не позволяет комплексно решить вопрос, комплексно решить подход, вернее, комплексно решить все проблемы. Поэтому рассмотрим следующий этап, следующую технологию. And in the PCO technology, our UV lamp is actually not used for disrupting the RNA and DNA. It's used to activate our catalyst that is shown here at the bottom, and it's depicted showing neutrons and electrons and how the UV light is actually able to break the bond that holds the electron onto this metal surface and eject it from the surface. And what actually happens is we get billions and billions of electrons coming off of that surface, creating this gas of plasma, which is plasma is just energy. These free electrons are energy that are going out that are actually able to have an effect on things in the air to clean the air. И в данной технологии ультрафиолетовое излучение не применяется для очистки. В данном случае ультрафиолетовое излучение применяется для того, чтобы активировать наш катализатор, нашу поверхность. В результате ультрафиолетовое излучение приводит к тому, что с каталитической поверхности отрываются огромное количество электронов. Они образуют мощную струю, которую мы называем плазмой. Она выходит из этого прибора, то есть это миллионы электронов, которые способны существенно изменить состояние загрязнения воздуха в вашем помещении.
one of the things that happens right on the surface is with these missing electrons, we create a chain reaction called hydroxyl radicals. Hydroxyls are just oxygen and hydrogen, one atom of each together, very short-lived, very aggressive. It destroys microbes, gases, anything that comes into contact with it. So actually on the photocatalytic surface, we find that that's the area where the most destruction can take place. Very, very aggressive. What is different, you see other companies that sell photocatalytic systems, but the way that they they're built, the only area that air purification takes place is on the surface, which is shown here. Далее хотелось бы немножко более подробно рассмотреть технологию фотокаталитической оксидации. Почему? Потому что мы немножко обсудили, да, что происходит с электронами. Теперь, что же происходит на самой поверхности этой пластины? А на самой поверхности этой пластины в результате реакции генерируются гидроксильные радикалы. И здесь хотелось бы отметить, что это очень, скажем, нестабильные вещества, которые состоят всего лишь из одного атома кислорода и одного атома гидрогена. Они являются очень агрессивными окислителями и способны разбивать любые формы загрязняющих веществ. То есть любые бактерии, любые вирусы, они просто вступают с ними в реакцию и изменяют их. И, наверное, тут хотелось бы еще отметить, что, скажем так, учитывая то, как они вступают в реакцию, учитывая их малый срок жизни, можно сделать вывод, что основная очистка происходит все-таки непосредственно вблизи от этой пластины каталитической. И если вы обратите внимание, то очень многие компании на сегодняшний день применяют фотокаталитическую оксидацию, вот эту технологию. Однако недостаток их технологий, недостаток их приборов заключается в том, что они располагают эту пластину так, что очистка происходит фактически только вблизи данной пластины. Вот это их минус. Okay. Because of this, the more surface area, the more potential contacts. And so most PCO technology that's used by companies has created a lot of surface area, because ultimately the microbes that do not touch the catalyst are not affected. They're not doing anything in the air. The only effect is what comes into contact with their surface. So they put a lot of surface area to try and affect it. But just like a filter, if the microbes don't get to the surface area, they don't get affected. That is in a typical PCO technology device. Теперь продолжим обсуждение, то есть продолжим рассмотрение этой технологии. То есть компании, которые применяют вот эту технологию, они стараются как можно больше увеличить площадь поверхности, то есть, чтобы увеличить возможность, увеличить процент потенциальных контактов. Почему? Потому что микробы, которые не контактируют с поверхностью катализатора, они, то есть они не разрушаются, они не устраняются. И это также является проблемой для данной технологии. RGF's PCO technology and the technology used in the Green Tech GT3000, as well as other products, is different. It's not only purifying on the catalytic target, but it's also creating a plasma that purifies the air throughout the entire space. Отличие от технологии фотокаталитической оксидации, то есть вот от этих компаний, о которых я с вами говорил, заключается в том, что да, мы тоже используем технологии фотокаталитической оксидации в наших приборах, то есть в приборах GT3000 и в приборах компании RGF, однако
применение нами технологии позволяет очищать, позволяет осуществлять очистку не только непосредственно на поверхности катализатора или возле нее, но и создавая вот эту очистительную плазму, которая распространяется в окружающей среде помещения. Вот это позволяет нам провести очистку всего помещения, а не только непосредственной поверхности катализатора. PHI stands for photohydroionization. It's a trademarked name that RGF uses that tells us about the system of this very unusual photocatalytic device, consisting, of course, a UV lamp. It also has a PPC, a special kind of plastic sleeve that goes around the lamp that is able to protect the lamp in the case of it were break. It would contain the lamp inside of it and the mercury that's inside the bulb. It has a special metal sleeve that goes around it that gives a lot of surface area because it is a jagged surface. And then it is coated with a special quad metallic hydrophilic coating, and we'll talk about that because that is really one of the very important keys to the system. Теперь, что касается самой технологии, вот PHI — это фотогидроионизация, то есть вот так названа была эта технология компании RGF, и компания RGF вот владеет правами именно на такое название. Состоит, то есть эта технология формируется на ультрафиолетовой лампой. Кроме того, также применяется специальное покрытие на лампе, специальное пластиковое покрытие на лампе, которое в случае, если такая лампа разобьется, не дает растечься ртути, которая находится в этой лампе. Плюс данная система, данная технология имеет оптимальную площадь поверхности для обеспечения, то есть для увеличения площади контактируемой поверхности. Также поверхность эта гидратирована и имеет специальное квадметаллическое гидрофильное покрытие, о котором мы будем говорить чуть-чуть ниже, но хотелось бы отметить сейчас, что оно играет очень важную роль в процессе фотогидроионизации. This photohydroionization catalyst has 4 different metals. We call it quad metallic, quad meaning 4. The first, of course, titanium dioxide, but in addition, we use rhodium, silver, and copper. These other metals help to make the catalyst work better and faster. Теперь, что касается технологии, вот наша поверхность, наш катализатор, да, почему он называется квадметаллический? Потому что он состоит из 4 металлов. И кроме уже известного, кроме уже того, о котором мы говорили, металла, кроме титана, мы также используем родий, серебро и медь. Фактически данные металлы применяются для ускорения реакции. One of the functions of PHI that is really the key is the creation of something called hydroperoxides, or a vapor of hydrogen peroxide. We call this a friendly oxidizer in that it is at a very low level. It is what is created outside. It is not harmful to humans. But at low levels, it's effective at disinfecting surfaces and disinfecting the air. And ultimately, those oxidizers, when we say friendly oxidizers, revert back to oxygen and water vapor, or H2O, as opposed to an unfriendly oxidizer like, for instance, chlorine. We're familiar with that. Chlorine is harmful to humans. It does not revert back to oxygen and water vapor. They are very effective, and ultimately, as I said, they exist in the outside air as well. Итак, что же характеризует наш процесс фотогидроионизации?
Смотрите, прибор генерирует безвредные окислители, гидропероксиды, то есть это поток гидропероксидов, который генерируется данным прибором. И здесь следует сказать, что безвредные окислители, как мы их понимаем, это те окислители, которые после реакции, то есть в процессе реакции, они переходят в кислород, либо в воду, ну, то есть как бы водяной пар. То есть в отличие от вредных окислителей, к таким можно отнести хлор. Ну, как вы знаете, он не переходит обратно в О2 и в воду. Ну и здесь следует сказать, что такого рода окислители, они позволяют довольно эффективно бороться с микробами и газами. So what are hydroperoxides? Well, basically when you take water vapor and oxygen and put it through this photohydroionization reactor, the air purification system, which is PHI, what comes out is H2O2, which are the hydroperoxides. Итак, как же появляются гидропероксиды? То есть, если вы берете водяной пар, а также кислород, то когда вот эти два вещества проходят через фотогидроионизацию, то есть при помощи вот этого процесса, при помощи этой технологии у нас и появляется H2O2, то есть вот наши гидропероксиды. We all are familiar with hydrogen peroxide in a liquid form. You've all used it to pour onto a cut, and you see how it bubbles up and it kills bacteria. Well, imagine if we could take that and put it into the air at a very low level, the effect it can have on disinfecting surfaces, disinfecting the air. You can actually take hydrogen peroxide, and many people do, and they clean their mouth out. If you have a sore in your mouth, you can use it. It is very safe at low levels. In very high levels, it's very effective, but you won't want to expose yourself, your body, or your breathing to it. But the levels that are created by this system are very low. In fact, 50 times lower than what the World Health Organization says is safe to be able to breathe. Yet that very low level is effective at cleaning the entire indoor environment. Также хотелось бы отметить, что я думаю, что вы знакомы с гидропероксидом, единственное, что не в газовой форме, а в форме в виде жидкости. Если, к примеру, у вас есть какой-то порез, и вам нужно дезинфицировать вашу ранку, вы наливаете немного жидкости, и я думаю, что все вы наблюдали вот это шипение стандартное, которым сопровождается дезинфекция ваших порезов. А теперь представьте себе, если вещество подобного рода в очень малых концентрациях распыляется по помещению, то таким образом вы сможете увидеть, какой эффект дезинфекции оно оказывает на те вредные вещества, которые находятся в этом помещении. Здесь хотелось бы отметить, что что та концентрация гидропероксидов, которая генерируется прибором, она в 50 раз меньше, чем уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения, который считается безопасным. То есть 50 раз меньше безопасного уровня. И кроме того, хотелось бы сказать, что с такого рода веществом вы, наверное, также его применяете для того, чтобы рот полоскать, если горло начало болеть. Ну и применяете его для дезинфекции на некоторых участках кожи. Однако высокая концентрация данного вещества, конечно же, является вредной для здоровья. Высокую концентрацию никто и не производит. Okay. This shows how the system works. You see in a typical air handler, where the air comes in the bottom, it goes across the cooling coil, which of course has mold and bacteria growing on it. But then we install our unit, the photohydroionization cell, in the ducting, which then flows out into the room. You not only have mold and bacteria on your cooling coil, but throughout the entire indoor environment, as is shown in this picture.
На этой картинке показано, вот на данном слайде, показано распространение загрязнителей в воздухе, потому что если вы применяете, к примеру, воздуховод с системой охлаждения, да, то на катушке охлаждения будут находиться и бактерии, и вирусы, и все загрязняющие вещества. Кроме того, они посредством воздуховода будут распространяться по всему помещению. Ну а если специальное оборудование от компании RGF будет установлено непосредственно на воздуховод, будет оказывать очищающее влияние на непосредственно на катушку, вот, и посредством воздуховода сможет распространять очистительные вещества уже по всему помещению. As you can see, as Andrew turns it on, it starts to flow down the ducting and in through the air, ultimately killing off the microbes and making its way back to the return. То есть вот сейчас вы можете видеть сам процесс очистки, который происходит посредством установки оборудования от компании RGF в систему воздуховода. То есть через систему воздуховода он попадает во все комнаты вашего помещения, любого помещения, а затем снова возвращается через воздуховод и снова проходит через нашу систему очистки. Some of the points that are important, it installs after the air handler, which is considered on the supply side, not the return side. It operates, it can be either in series with the fan, meaning it turns on and off when the fan turns on and off, or it's okay to leave it on continuously, but if the fan is not running, it's not dispersing the purification. In a commercial facility, generally the fan runs all the time, so that's not an issue. And this has an external power source, so it can operate at any voltage, just as the GT3000 does. Теперь хотелось бы отметить еще одну особенность технологии фотогидроионизации. Прибор устанавливается воздуховод за камерой обработки воздуха. То есть фактически он должен идти со стороны продувания, со стороны выдувания. То есть воздух, проходя через него, должен переходить в помещение, а не наоборот. То есть он должен идти по пути распространения воздуха. Далее хотелось бы отметить, что эффективность данного прибора зависит от наличия вентилятора, включенного вентилятора. Почему? Потому что вентилятор помогает распылить, распределить очистительные вещества по помещению. И устанавливается такое оборудование уже после установки непосредственно системы воздуховодов. Вот. Ну и что хотелось бы еще сказать, что если брать коммерческие здания, да, то там в системе воздуховодов вентиляторы работают постоянно, то есть круглосуточно, поэтому здесь вопрос распределения очистительных веществ просто не стоит. Однако в другом случае, как вы видите, последний этап, последнее, то, что здесь запись написано, что прибор этот обладает своим источником питания, вот, может подключаться отдельно и может автономно распределять очистительные вещества, даже если система воздуховодов отключена. We've talked about PHI. I want to talk to you now about the newest technology of RGF, which is very exciting. It is called REME, R-E-M-E. Итак, мы с вами немного поговорили о технологии фотогидроионизации, и сейчас я бы хотел перейти к другой технологии, технологии REME. Вот, это самая последняя разработка от компании RGF. Everything that I've just told you about PHI applies to REME because REME has a PHI generator inside of it, but it also incorporates an additional technology that makes it much more effective. Теперь, что касается технологии REME, как и технология фотогидроионизации, а здесь следует отметить тот факт, что фотогидроионизация
вот сама технология этой фотогидроионизации, она включена в прибор РЭМ. Вот. И, скажем так, кроме этого, кроме того, что он включает вот эту вот технологию, он еще также включает другие довольно мощные технологии, которые позволяют улучшить процесс очистки. Just like with the PHI technology, REMI creates friendly oxidizers. They also incorporate, through this reflective electromagnetic energy generator, an ionization gas or a plasma that charges particles. So not only are we creating these hydroperoxides that can break down microorganisms, but we're also placing charges into the air that allow particles to clump, like we talked about yesterday. So we're getting both disinfection as well as reduction of particles through ionization. То есть отличие данного прибора и как бы его преимущество заключается в том, что прибор генерирует безвредные окислители, так, о которых мы говорили раньше при помощи технологии фотогидроионизации. Вот. Но кроме того, он еще и передает заряд частицам в воздухе, что в свою очередь, скажем так, приводит к тому, что частицы начинают объединяться, вступают в реакцию и утяжеляются. То есть фактически он включает в себя две технологии, что существенно увеличивает его эффективность. The REMI technology is placed into the system in the same way that photohydroionization, PHI, is, into the return air. And as it turns on, it sends the plasma throughout the entire indoor environment in the same way. But in addition to the hydroperoxides, we see charges there, positive and negative both, that are able to charge particles, and we see a much higher reduction of particles out of the air because of this. Как и предыдущая технология, прибор, построенный на этой технологии, также устанавливается в воздуховод, и как бы процедура обработки, процедура очистки воздуха, она аналогична. Однако здесь вы видите заряды, то есть вы видите положительные и отрицательные заряды, которые улучшают процесс очистки воздуха в помещении. In addition, REMI has an optional charged collector. You see what looks like a filter there on the return air of the system. That allows these charges to collect in that location. It's what's called a grounded collector. That is optional. The system works fine without it. We can collect particles more effectively with the grounded collector. So I would say probably 10% of the customers that use the REMI system also use the collector. It just depends on the application. Кроме того, если вы посмотрите, да, то вот, как проходит процесс, частички объединяются между собой и захватываются специальным коллектором. Но хотелось бы отметить тот факт, что в принципе система работает хорошо и без этого коллектора, то есть можно применять стандартные способы фильтрации уже здесь, и если брать показатели, то примерно 10% клиентов, 10% заказчиков, которые используют технологию РЭМ в системах воздуховода, применяют и вот эти вот коллекторы. Однако система работает хорошо и без них. Just like the photohydroionization technology, it installs in the supply side, not the return side. And it is designed for continuous operation regardless if the air handler is moving or not. And that is because this actually, on its own, generates a small amount of air because of this REMI, the reflective electromagnetic energy generator. When this is plugged in, you'll actually feel air flowing out of the end of it. That is through what's called an ionic wind. And so there is a little bit of air movement, and we'll show you later we actually have
some additional device that can go on this to help propel the hydroperoxides out as well. Теперь посмотрите, если вы посмотрите на технологию REM, да, то здесь также прибор устанавливается в воздуховод за камерой обработки воздуха, и система REM она рассчитана на постоянную работу, то есть она не выключается. Здесь также хотелось бы отметить, что она не зависит, то есть от того, включена ли система вашего воздуховода или нет. Почему? Потому что прибор генерирует небольшой поток воздуха, небольшой поток заряженных ионов, это называется ионный ветер. Вот. И кроме того, хотелось бы сказать, что у нас есть специальное дополнительное устройство к этому прибору, которое позволит увеличивать распространение очищающих веществ, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. When you look at the difference between PHI and REMI, you will notice that they are identical, with the exception of, because of these of the electromagnetic energy generator, these charges, in terms of particulates, you can switch to the next screen so they can read. Because of particulates, this is able to reduce particles out of the air in a way that PHI is not. So this is the best of both worlds. Теперь, если провести небольшую сравнительную характеристику технологии PHI и REM, то, как видите, отличие между ними состоит в нейтрализации частиц, то есть нейтрализации макрочастиц, и прибор REM как бы посредством применения вот этой вот рефлекторной электромагнитной энергии позволяет устранять данную проблему, нейтрализовывать эти частицы. Okay, well, this is a good place. We've talked about REMI and how it works. We're going to talk next about laboratory tests that have been done on it, but I think now is a good time for a break. But if you'd like to come up and look at this and get a little bit better sense of how it works and feel the wind that comes out, we'll plug it in over here, and I'll be happy to show you. But now we will take a 1 hour break. Пока я хотел бы остановиться, то есть мы рассмотрели основные технологические аспекты, и я в дальнейшем собираюсь рассказать вам о результатах независимых лабораторных исследований. Частично это дополнительный ответ на те вопросы, которые звучали вчера. Вот. Кроме того, вы сможете сейчас, я подключу этот прибор, сможете почувствовать вот тот поток воздуха, который он генерирует. Ну а пока я бы хотел огласить перерыв.